Всем привет! Сегодня 20 июня уже. Наконец-то начался сбор урожая. Я собираю клубнику. И что-то поскромничала, взяла маленькую мисочку. Пришлось бегать за мисочкой побольше. Так. Вот это вот у меня куски какие-то попались. Вот это спелая. Ой, муравьем поеденная. Это, походу, земляника какая-то крупная, садовая. Потому что она даже вот беленькая, но она очень сладкая и мягкая. Так, ну ладно, продолжаем собирать. Вот они, ягодки. Это просто висит еще. В этом году сменила сетку на клубнике. С этой очень хорошо. Теперь вся ягода моя. Птицам не достается. Так. Вон сколько ягодок. Вон она прячется где. Крупная, хорошая клубника. Ой, достала. Так. С той стороны я уже прошлась. И вот мисочку маленькую насобирала. Тоже пойдет. Это вот с одной грядки только была маленькая мисочка с одной стороны. Ну, с половины грядки. Вот эта грядка еще более-менее молодая ягода. Я ее недавно пересаживала. А вторую-то грядку надо будет, наверное, мне в этом году омолодить. Яркая, темненькая. Пусть висит. Это тоже. Так, вон они прячутся где. Сбор урожая, наверное, самая приятная часть ухода за растениями. Когда видишь результаты своего труда. Если тем более они еще хорошие. Прямо радостно на душе становится. Вот эти два. Так. Красненькая. Пусть висит. Остальные поспеют. Все, вот видите, как удобно с сеточкой. Руку туда засунула. И везде может дотянуться. Потом просто вот здесь вот опять поправила и все. Она мелкая. И птицы сюда не пролезают. Покупала строительную сетку, вот эту, на Валберес. 2 метра у нее ширина. Как раз вот на дуге хватает ее. И взяла 10 метров. Мне хватило на 2 грядки. 5-метровая у меня. Но вот эту вот пришлось, видите, сделать из другой, потому что сюда вот свеса уже не хватило. А там кто еще висит? А, пусть спит. Ну вот сейчас соберу еще со второй грядки. И можно будет уже варить. Свежей клубники я уже наелась. Уже дня 3, наверное, 4 я ем. Уже можно заготавливать на зиму.
Итак, вот сколько у меня получилось клубники. Ну, в принципе, неплохо. На той второй грядке, конечно, ягоды поменьше. И там есть вот один кустик такой. Ягодка вытянутая. Вот явно другой сорт. Ну, прям видно. Выделяется. Надо будет его потом как-то пересадить, что ли. Так, ну вот. В целом неплохо, я считаю. Так, ну, раз уж я здесь, давайте быстренько покажу, что тут у меня наросло. Так, ну, с чеснока уже стрелки срезала. Уже вовсю ем. Очень вкусно. С яичком их по утрам. Так, помидоры. Помидоры у меня вот в таком состоянии. А что-то завалился. Надо подсыпать. Маленькие. Перчики, базилик подрастает. Грядки у меня не прополоты. Хотела собрать клубнику и полоть грядки. А потом после обеда покосить. Так что показываю, как есть. Все. Видите, сорняков сколько. Перчик. В общем, все потихоньку растет. Сейчас почему-то у нас ночью холодно. 10 градусов всего. Так, поэтому вот огурцы. Они у меня маленькие. Тем более они не все взошли. Пришлось рассаживать. Те, которые взошли. И накрыла банками. На ночь прям крышками закрываю. Видите, какие там малышки. Так, лук с морковкой. Ну, тут все хорошо. Некоторые ушли в стрелку. Ну вот, как мне написали в комментариях, что надо сделать. Я вот согнула. И, надеюсь, луковичка сохранится. Спасибо, кстати, большое. В очередной раз говорю за дельные советы. Так, здесь тоже помидоры. Там у меня редиска переросла, не успеваю съесть. Но еще не горчит. Еще не горчит, кожуру съедаю и ем. Так, баклажаны. Вот не знаю я. Вроде цвели. Плодов нет. Может ли быть, что они не опылились? Интересно. И все равно нижние листы желтеют. Не знаю, что ему не нравится. Здесь помидорки получше, потому что здесь, которые самые первые проросли, я их раньше высадила, они такие вот крепенькие. Видите? Такие посимпатичнее. Вообще какой кустище. Ну, по сравнению с моими, со всеми остальными, кустище, конечно. Так. Здесь у меня лук на зелень, капуста, краснокочанная, цветная. Тут все растет. Крес-салат новый уже тут вот посеяла. Тоже уже взошел салат. Мангольд. Рукколу. Буйство рукколы тоже не успеваю съесть. Надо было совсем маленький пятачок засеять. Ну и здесь вот снова посеяла редиску и лук, оставшийся на репку. Так. Хрен я отсюда вырезала. Ну как, ничего не выкапывала, потому что сидит здесь клубника, не хочется грядку ворошить. Срезала листву, по крайней мере, чтобы она тут ягоды не затеняла. Вон еще ягоды спелые вроде. Ну, собираю как некачественно. Ладно, съем. Здесь свекла. Везде, где пророс укроп, я его не трогала. Все растет. А то в том году молодой укроп весь срезала. Руслан приехал, и укропа нет. И, видите, трава наросла. Трава наросла, главное, как-то местами вот здесь, видимо, то ли тенек, то ли влаги больше, то ли косили меньше. Здесь вот она такая прям высокая, ходить неловко. В общем, надо косить уже. Так, чеснок. Хрен колосится. Пожечь я так и не пожгла. Ветра какие-то, я, честно говоря, побаиваюсь. Вот. Так,
укроп у меня даже вот здесь вот. Это я его здесь, конечно, не садила. Видимо, когда-то выкидывала кусты оставшиеся. Семена проросли. Даже здесь его оставляю. Вон сразу видно, где плодородная земля. Возле компоста крапива растет. Так, бузина у меня подрастает. В том году я ее сажала. Красивый лист такой темный. Ой, прелесть. Ну, так, там кабачки и помидор, который перезимовал. Вот на этой компостной куче. Здесь у меня 2 кустика. Надо их, наверное, будет отсадить. Вот этот маленький, посмотреть, что вырастет. Этот оставить. Хотя, наверное, кабачок будет ему мешать. В общем, здесь у меня вот такая композиция странная. Так, это яблоня. Да, яблоня отдыхает. Здесь вот грушки. Краснеют, но маленькие игрушки. Полновидная яблоня тут. Тоже с ней все в порядке. Все, яблочки дают. Ничего не сыпется. Вот он там одно упало. Так, и китайская золотая. Вот. Тоже яблочки. Очень интересно попробовать и сравнить с нашей золотой китайкой старой. Ну, а теперь приглашаю вас прогуляться по саду по-нашему. Здесь, в принципе, ничего не изменилось. Только все стало побольше. А, вот эту хосту пересадила я. Она перед домом росла. Очень огромная, как видите, выросла. И там прям мешала ходить. А здесь, думаю, ей будет хорошо. Так, видите, центр вот сюда пересадила часть. Вот ту часть, это я отдам. У меня заберут. 2 девочки придут. Вот. Тут у нас в траве земляника. Попробую опять верхушки покосить. Не знаю, насколько это эффективно. Так, здесь пересаженные кустарники все. Вот, вегила тяжело приживается. Молоденькие веточки он склонила. Надо бы полить ее еще. Так, здесь вроде все нормально. А, вот сюда по краю высадила безвременник. Он у меня там на компосте тоже временно маялся. Ну, думаю, хорошо будет. Только, наверное, надо было его к забору все-таки посадить. А я его с краю. Ну да ладно. Так, розочки прижились. Все хорошо. Спиреи цветут. Так, абрикосик зеленый, но он созревает поздно. Может быть, мы даже и не дождемся. Уедем раньше. Обидно вообще. Так, здесь астильбу, гехера, герань. Так, жимолости я уже тоже собрала. Жимолости в этом году немного. Так, здесь розочки тоже все прижились. Все пересадку перенесли. Все хорошо. Красненькая такая милашка. Розы зацвели, сейчас вам покажу. Так много всяких разных. Ой, наверное, видео будет длинное. Не все еще цветут. Молоденькие не зацвели. Прошлогодние все уже в цвету. А этого года еще сидят, набираются сил.
Астранция. Астранция прижилась. Тоже. Веточка тоненькая, букет большой. Бутон вернее, там так висит. Вылез у меня какой-то вот непонятно что. Что это за кучка? Ну вот на сорняк не похоже. А что это такое, я не знаю. Прям кучка такая аккуратненькая. Примула не должна быть. Да и примула немножко по-другому выглядит. У нее все-таки такие более как мохнатые, что ли, листочки. Вот примула. А это не знаю кто. И вылезла-то, главное, позже. Так, печеночница у меня вторая уже не прижилась. Жалко, нравится она мне. Буду пытаться еще. Так, из 5 кочедыжников у меня проклюнулось 3. А 2 то ли думают, то ли погибли. Ну, в общем, пока сидят в земле. Вот еще один. Ну, все разных сортов. 5 штук покупала. Морозник. Астильба. Вот маленькие хосточки тут у меня. Красная смородина начинает спеть. Раджерси и Дермира тут прижились. Все им тут тоже хорошо. Темно, тепло. И мухи не кусают. Кстати, очень-очень много прям вот, господи, тлей вот этой вот летающей на яблонях. Проходишь под ветками, они прям в голову бьются. Интересно, у кого-то тоже так? Раньше не было такого прям какое-то нашествие. Так, вот здесь бузульник красавец. Мне так нравится растение с крупными листьями. Смотрится очень, очень эффектно. Так. Слева. Вот тут тоже ветку сильно наклонила как. Тут барсик мой бежит. Барсюша. Барсюша. Такой сладкий котенок такой. Ну, хороший мальчик. Ой, Санька. Такой гуленок. Так. Вот розочки. Вот эта роза очень красивая. Это вот этого года, да. Манс это вот называется. Цвет обалденный. Прям бархатный такой какой-то бордово-малиновый. Очень красивый. Вот эта розочка мне тоже нравится. Это, по-моему, Айсфою. Где-то у меня тут подписано было. Да, Айсфою. Вот, Барсику тоже нравится. Да, Барсик? Ты птичек слушаешь, что ты мои хорошие котята такие. Так, здесь гацания растает. Дали мне рассаду, еще не цвела. Вот видите, вот это в бутонах. Это в бутонах. Ну, все в бутонах. Пока набирает, но еще не цветет. Колеса. Яркие такие тоже. Мой клематис. Что-то не хочет выше ползти. Такой будет, что ли, коротенький. Я думаю, он будет прям до крыши. А он тут остановился. Все равно красиво. Все равно очень красиво. Хороший.
Так, это без бутонов, думает плетистая роза. Так, вот еще тоже цвет обалденный, красный. Думала, зря купила красных роз. Ну что это красные какие-то, не знаю. Вот смотрите, какой богатый цвет. Ну прелесть же. Ну просто прелесть. Хорошенькие. Так, вот, бревно мое сидит. Вообще ничего с ним не делала. Иногда поливаю. Дало кучу деток. Вот там вот маленьких, много уже. Видите, сколько. Все прижилось, все цветет. Все тут замечательно. Вот эти особенно прикольные. Они, главное, вверх поднимаются и цветут сверху. Такие палочки торчат. Вон, много всяких отросточков. Все тут хорошо. Ну, вот это вот единственное, вот не очень себя чувствует. Здесь мало совсем. Вот лепешку маленькую прилепила из земли. И все. Надо побольше тут. Может потом выковырять, выдолбить ямку. Вот хорошо. Так, это моя старая чайно-гибридная, тоже бордовый цвет такой красивый. Так, еще я не удержалась, ну, после такого бревна, как не купить, накупила молодила всякого разного. Ну, совсем, правда, маленькие они, вот плохо розочка приживается. Ну так, в процессе обхода клумбы буду вам показывать еще и новые молодила. Так. А еще я заметила, у меня такая проблема. Вот то, что я сажала в прошлом году, у меня все сливается. Я не знаю, чем я думала. Ну, первый раз можно понять. Вот, смотрите. Красная роза. Красная роза. Вот эта высокая тоже красная роза. И это бордовая. Ну, представляете? А вот эта вот Артемис, она белая. Это я уже в этом году досадила. И Леонардо да Винчи тоже этого года роза. Она бледно-розовая. Но эти-то красные все сольются. И это особенно заметно в палисаднике. Палисадник у меня вообще одно расстройство. Чуть позже покажу и расскажу там все. Ну и вот. Думаю, можжевельник отсюда убрать. Он все равно будет большой. К септику, наверное, его куда-нибудь туда перетащить. Там места много. А сюда какую-нибудь светлую, наверное, почвопокровную. Или спрей розочки небольшие. Пару. В общем, подумаю. И с этими тоже что-то вот. Я и так отсюда уже убрала одну красную розу. Вот здесь вот была. Но, видимо, надо еще проредить. Так, здесь лилии уже в бутонах. Некоторые зацвели. Сейчас покажу. Вот эта роза крепкая. Посмотрите, какая красивая. Прям вот она вот. И лист такой вот. Он прям огромный. И она прям вот крепкая вся. Нравится мне розочка. Еще не цвела, вся в бутонах. Так, здесь тоже бутоны. Вот эти розы попозже. Здесь, видимо, света меньше. Все-таки под деревьями. И розочки попозже зацветают. Это клумба прошлого года у меня. А вот у меня еще тут какая красавица. Peace and Love. Ой, прелесть. Так, вантила. Тоже, вот видите, не держит совсем, тяжелый. Ну, какая вон веточка-то тонюсенькая. Тяжелый бутон. Так, это она же. Вот еще тоже молодила. Эти всякие разные, такие красивые. Столько композиций интересных можно будет наделать. Ну, на следующий год уже. Надо, чтобы они разрослись, потому что уж очень маленькие. Вот у меня дилемма. Вот я сейчас отойду. И посмотрите, какой размер вот этой розы. Она с меня ростом. Вот, 2 плети она выдала. Вот, видите? Сорт, на ней указан Дарси Басил. До метра ростом она должна быть. И малиновые, прям такие ярко-малиновые цветы.
А вот что в итоге. Ну вот у меня такое ощущение, что это плетистая роза. Просто пересорт идет. Хотя бирка на ней указана, вот Дарси Басил заявлено. Но она похожа на плетистую. Ну куда такие плети длинные? И снизу. Вот у меня вот там вот розочка плетистая. Она очень похожа вот по форме. Вот эти вот. Один в один. А это... А, это тоже ее. Это тоже ее. Я не знаю, надо смотреть. Надо смотреть, что будет. Непонятно. Так, вот еще молодила. Опять кулес яркий такой. Молодила. Сегодня утром, вчера вечером я их посадила, полила, ну, придавила так. А сегодня утром они у меня все вот здесь вот где-то валялись. Птицы, видимо. Все расковыряли мне тут. Пришлось снова повтыкать. В общем, надо контролировать это дело. Так, это Джеймс Остин. Ой, какая аккуратненькая прелесть. И очень долго держатся бутоны. Кулес. Так, это у меня, вон, тоже, видите, прошлогодняя. А нет, не прошлогодняя. Это я раньше купила вот такую большую розетку с детками. Эти уже поотваливались, я их навтыкала. Разрастутся на следующий год. Так, вот розочка сиреневая. Не помню, как называется. Флоренс де Латре. Хорошенькая. Так, ну это вот тоже такая. Еще все зацветает. Вот розочка. Кельнер Флора. Так, Луиза. Еще не цветет Софи Луиза. Колокольчик только мне тут затесался. Так, вот еще молодила. Вот молодила. А вот тоже какой цвет. Прелесть, мне очень нравится цвет такой. Это, по-моему, не помню тоже, как называется роза. Роял Пэлас. Так, это моя 4 сезона. Молодила еще. 4 сезона розочка. Большая тоже разрослась. Вот какая. Так, это еще в бутонах. Тут еще молодила. Так, ну вот. Здесь все показало. Здесь тоже пока не цветет. Вот по форме. Вот смотрите, тоже снизу вот эти вот раскидистые тонкие плети. И вот видите, плеть длинную такую. Вот похоже на ту, которая пересорт. Я имею в виду не по бутонам, не по цветению, а вот по форме. Пиончики мои. Так, здесь Сема с котом. Ну-ка, брысь. Кш. Тут повадились. Они сейчас гуляют, дерутся, эти коты черные. Боюсь, что как бы к нам они тут не перебрались. Семочка, не гипнотизируй. Пусть уходит. Так, здесь убрала все лишнее. Лишнее в каком плане? Огромные кучи ирисов пересадила. И уже там была сплошная зеленая масса у меня. И теперь у меня стало пусто. Стало пусто, выросла капуста. Вот, в общем, это клумба у меня возле септика. В общем, не знаю, когда она мне будет нравиться. Ну ладно, пойдемся. Вот опять красная розочка. Это спрей. Ну, посмотрите, какая прелесть.
Это Александр фон Лумбл. Очень хорошенькая. Зацветает лилия. Априкот фьюжн. Ирис сибирский. Уже аккуратненькие кустики. Хорошо смотрятся. Но перстянка у меня разрослась. Это вообще что-то. Просто что-то. Вот она везде вот, она вот огромная. Смотрится, конечно, красиво, но лезет прямо на другие цветы. Так, вот здесь вот ирис тоже, он уже влево отклонился. Здесь тоже у меня что-то сидело. Так, и вот эту розочку тоже, видите, немножко давлеет над ней. Так, здесь мы прошлись. Вот отсюда я убрала вот эту вот огромную хосту. Вот, она здесь занимала полтропинки и посадила вот это взамен. Так, сюда высадила фиалку. Сюда вербейник с клумбы пересадила. Луки все пересадила. Вот на эту убрала. Кстати, луки с клумбы у септики тоже они очень много места занимали. Много зеленой массы давали. Ну и как-то луки с розами не особо что-то смотрятся. В общем, луки я отсюда убрала. Здесь у меня остались розы, пионы, ирисы, лилии и хризантемы. И вот это надо как-то хорошо смиксовать. Вот розочка красивая. Вот эта крапинки-то она не болеет. Это тля появилась, и я опрыскивала уже по бутонам. Поэтому это после опрыскивания такие крапинки. Ну, красиво смотрится. Флокс начинает зацветать. Дербеник. Так, пион вот сюда посадила. Пару пионов или тройку еще посажу. Так, вот тоже розочка какая хорошая. Аккуратненький кустик. Что мне еще не нравится в этой клумбе, так это вот лилии торчат как палки. Все-таки их, вот особенно вот та вот, еще с прошлого года я ее заприметила, но надо будет, когда цветет, я ее пересажу в этом году. Лилии надо сажать за флоксами, допустим, или за хризантемами, чтобы вот в зеленой массе вот эти вот стволы, вот эти палки, чтобы они были прикрыты. Потому что, ну вот, я не знаю, забор. Особенно убрала, остальные все сейчас вот они торчат, как забор. Вот сидят два товарища. Вон кот и второй кот. Ох, не нравится мне это. Наши-то не перепрыгнут. Я боюсь, что те могут сигануть. Эти деревенские ловкие. Им сетку рабицу перепрыгнуть, расплюнуть. Так, вот эти заячьи ушки плохо приживаются, как после пересадки. Прям как тряпочки. Ну ладно, зато на следующий год будет красиво. Так, вот там тоже посадила. Ну и остался у меня палисадник. Сейчас зайду с другой стороны. Вот. Все цветет. Все красиво. Но вот видите, вообще он должен быть, подбирала в интернете, смотрела описание, фотографии. Все должно быть в желто-оранжевых тонах. А по факту все коралловое. Более-менее светлое или темное. И вот эта желтая роза, это я уже говорила, она тут вообще не вписывается по высоте. Розочки все очень красивые, но вот этот коралловый цвет, он прям вот не дает каждую рассмотреть. Блю фою так просто прелесть.
И наперстянка мне здесь тоже нравится. Но я в следующий год не буду две садить, а посажу, наверное, вот там между окнами, где вот бревнышко лежит. Один куст, он будет по центру. Две все-таки тоже он на розу давит. А этот вот ход шоколад, какой цвет обалденно, красно-коричневый. Очень красивая роза. Все розочки красивые. Вот тоже после опрыскивания, видите, пятнышки на лепестках. Присадила дельфиниум. Так вот я его элегантно обхожу. А вот у меня почему-то у меня вот эта роза. Это, наверное, единственная желто-оранжевая. Она у меня подвяла. И вот листья желтеют. Я опрыскивала от болезни, но я думаю, это из-за того, что вот здесь поднималась, здесь муравьи были. Я вот насыпала, сейчас муравьи ушли. Не знаю, должна отойти, наверное, из-за муравейника она плохо себя чувствует. Может, они корни подъедают. Это что тут развалился? Вот из-за вот этой вишни, вот ветки, наклонена влево наперстянка. Из-за наперстянки наклонена влево вот эта роза, леди Гардинер. Все у меня опять убегает. И еще что плохо, солнце всходит. А там, и у меня почти все розы, большинство, конечно, отвернуты туда к соседям. Вот эта вишня мешает здесь. Прям мешает. Здесь вот эти две розочки. Это этого года. Так, вот тоже большие бутоны плохо держат. Пришлось подставочку поставить. Подпорку. Ну вот, ну и вот этот вот тоже надо срезать уже. Тоже не держит бутон. Вот этот он будет оранжевая. Еще не раскрылась. В общем, решила дождаться, когда раскроются все цветы. И смотреть уже, что, наверное, опять надо будет пересаживать. И вот эта розочка мне здесь не нравится. Роза красивая, но она узенький кустик и высокая здесь. Сюда все-таки надо какую-то розу спрей. Пионы лохматые. Вот, все вам опять рассказала, все показала. Видео, конечно, получается у меня однотипное, но здесь особого разнообразия и нет. Потому что когда работаешь, вроде как на камеру отвлекаться неохота, ее надо ставить. Постоянно включать, выключать. Это вот, ну, сложности. Проще, знаете, раз быстренько сделал, а потом все заснял. Да и тем более, какая разница, что я работаю, все равно же себя практически не показываю. Коты не уходят. Ни те, ни другие. Там к ним еще один, третий подошел, черный. Такой бандит, по-моему, тут всех гоняет. И наши лежат. Наперстянка прелесть. Ну, красиво смотрится. Ее прям издалека видать. Вот у меня еще вот такой лук не пересажен. Такой смешной. Называется лук хайер. Такой лохматый. Так. Вот маленькая розочка еще. Недавно посадила. Дня 3 назад, наверное. Корней, конечно, почти не было. Но росточки были. Вот не знаю, приживется или нет.
Даже бирку на нее пожалела, потому что может не прижиться. На ложке подписала. Вот такая розочка. Так, здесь виноград ползет вот уже высоко под крышу. Ну и вот эта вот композиция смолодила. У меня тут тоже тут все прижилось, все хорошо. Видите, какие забавные, оказывается, вытягиваются. Большие тоже, вон деток много. Всякие, так что все растет. Нашла, бревна разбирала, нашла березовые коры. Думаю, здесь хорошо будет смотреться. Ну и вот эта вот розочка тоже вся в бутонах, плетистая. Всем хорошего дня и большого урожая богатого. А на сегодня все. Надеюсь, вам понравилось. Всем добра!